Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 2 января. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с главной темы выпуска. Мощный взрыв произошел поздно вечером 1 января в жилом доме в Ришон-Ле-Ционе. В результате происшествия зданию был причинен большой ущерб. Несколько жильцов получили ранения различной степени тяжести. На месте работали пожарно-спасательные отряды станции Ришон-Ле-Циона. Сообщается, что около 22 часов в диспетчерскую службу Маген-Давид-Адом поступило сообщение о взрыве в жилом доме в Ришон-Ле-Ционе. Пострадавшие доставлены в больницы. На видео, опубликованном пресс-службой Маген-Давид-Адом, можно увидеть, что зданию был причинен значительный ущерб. Сейчас эти кадры на ваших экранах, видеоверсия наших новостей на YouTube-канале Радио Мария. Подключайтесь уже сейчас. По предварительным данным расследования, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Очевидцы не под запись рассказывают, что в доме очень громко праздновали Новый год. Видимо, кто-то случайно не закрыл кран на плите. Следственная комиссия сейчас собирает улики и расследует это происшествие. Новости на Радио Мария. Бывший министр обороны Израиля Йоав Галлант уходит из Кнессета, оставаясь при этом членом партии Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньягу. Галлант утверждает, что он по-прежнему верит в путь и ценности своей партии, критикуя некоторые из ее недавних политических решений. Галлант называет судебную реформу правительства, цитирую, «явной и непосредственной опасностью» и утверждает, что необходимо обеспечить полный и равный набор всех израильских граждан в армию обороны Израиля, имея в виду мужчин-харидим. Он связывает свою отставку с поста министра обороны еще в ноябре со своей позицией по вопросу призыва харидим в армию и говорит, что его преемник Исраэль Кац и Нетаньягу работают над освобождением харидим от службы в армии обороны Израиля, в чем он не может быть соучастником. Как на поле боя, так и на государственной службе бывают моменты, когда нужно остановиться, чтобы оценить ситуацию и выбрать курс действий, говорит Галлант, утверждая, что его путь еще не завершен. Добавлю, что Галлант отсутствовал в Кнессете во вторник вечером во время важного голосования по бюджету, ради участия в котором Нетаньягу пришлось покинуть больничную койку после операции, иначе закон бы не прошел. Бывший министр обороны Йоав Галлант заявил, что он уходит в отставку и вскоре передаст спикеру Кнессета Амиру Охане официальное письмо с заявлением о своей отставке с депутатского поста. Место же Галланта займет Абет Афив Михра, представитель друзского сектора, который на праймерис в Ликуде занял 43-е место, получив 5515 голосов активистов партии. Галлант еще раз подчеркивает, что был уволен с поста министра обороны, цитирую, за то, что отстаивал интересы государства Израиль и нужды армии обороны Израиля. Галлант говорит, что он остается в рядах Ликуда и будет бороться за возвращение Ликуда на правильный путь. В кулуарах Кнессета говорят, что одной из причин решения Галланта сложить депутатские полномочия может быть его нежелание предстать перед комиссией по расследованию провалов 7 октября, находясь на государственной должности. Кроме того, Галланту ранее сообщили, что в коалиции собираются исключить его из фракции Ликуд. В таком же случае он мог бы столкнуться с серьезными санкциями, включая запрет на участие в следующих выборах. Позже же Йоав Галлант вручил спикеру Кнессета Амиру Охане заявление об отставке. В это же время бывший министр военного кабинета Бенни Ганц призывает Йоава Галланта не уходить из политики. Назвав бывшего министра обороны смелым человеком, Ганц продолжает. Галлант проделал значительную работу для безопасности Израиля, и весь народ Израиля в огромном долгу перед вами. Пока правительство не пошло на выборы, вы должны проявить ту же смелость, которую вы всегда проявляли – остаться в Кнессете, заявил Бенни Ганц.
Далее к другим событиям. Родственники заложников из Газы перекрыли вечером 1 января шоссе Аялон в Тель-Авиве во время акции протеста, призывающей к освобождению заложников и соглашению с Хамас о прекращении огня. Стоя посреди главной транспортной артерии в центре Израиля, семьи несли плакат с надписью «Никогда больше не будет настоящего», а также держали фотографии своих близких, которые попали в плен к террористам Хамас. Фрагмент с акции протеста давайте посмотрим. Лидер оппозиции Яир Лапид называет министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, цитирую, «клоуном из ТикТок» и призывает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу, его, цитирую, «экстремистское и ненормальное правительство извиниться перед народом Израиля за свои действия». Лапид сказал, что его прошлогоднее предсказание о падении правительства в 2024 году не сбылось. Все, кто был во вторник в Кнессете, теперь понимают, что это не займет много времени. Мы видели, что произошло. Бледный и слабый премьер-министр, а Бен-Гвир высмеивал его перед всей нацией, не отдавая свой голос за бюджетный законопроект. Я не поддамся соблазну дать еще один прогноз с указанием сроков. Но я ошибся только в дате, и я не собираюсь извиняться, продолжает Лапид. Он утверждает, что коалиция держится вместе только потому, что ее члены знают, что если бы выборы состоялись сегодня, большинство из них не прошли бы обратно в Кнессет. Главные новости Израиля. Эйнау Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера и видный деятель борьбы за заключение соглашения с Хамас об освобождении заложников, а также та женщина, на которую открыли дела за угрозы расправы с Нетаньягу и организацию беспорядков, была не допущена в Кнессет из-за, цитирую, серьезных нарушений порядка. В пресс-службе Кнессета заявили, что Зангаукер, несмотря на свои неоднократные обещания, продолжает серьезно нарушать порядок, цитирую. Она помешала нормальному проведению обсуждений в комитете. Она попыталась сбросить стеклянную бутылку в гостя. И как будто этого не было достаточно, в присутствии начальника службы безопасности Кнессета она пригрозила, что зарежет гостя, если бы у нее был нож, говорится в заявлении. Это неприемлемое поведение, которое не может быть разрешено, комментирует пресс-служба Кнессета. В ответ Зангаукер заявила, что правительство, цитирую, пытается заставить семьи заложников замолчать. Как это логично, что моего сына похитили на глазах у 120 членов Кнессета, а у меня нет права навестить их в здании. В Кнессете боятся услышать, что происходит с похищенными мужчинами и женщинами, пока они перераспределяют бюджеты и торгуют рабочими местами между собой, заявила мать заложника. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил террористам Хамас ударами силой, какой в Газе давно не было, если террористическая группировка не освободит заложников, которые удерживаются в плену последние 14 месяцев. Я призываю жителей Газы восстать против кровавой организации Хамас, которая также использует вас в качестве живого щита, и добиться освобождения заложников, чтобы предотвратить страдания и положить конец войне, заявил Исраэль Кац. Новости на радио Нария. Несмотря на то, что на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу перенес операцию на предстательной железе, он все еще планирует присутствовать на инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне 20 января. Помимо проблем со здоровьем Нетаньягу, поездку немного осложняет выданный Международным уголовным судом в ноябре ордер на арест, поскольку если понадобится аварийная посадка во многих странах по пути следования Нетаньягу, это может привести к его аресту. Главные новости Израиля. Несколько сотен активистов прошлым вечером принимали участие в антиизраильской акции протеста на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Акция была посвящена Новому году. Толпа несла плакаты с надписями, цитирую, «Положите конец сионизму», «Нет войне с Ираном» и «Прекращение всей помощи США Израилю».
Протест был организован социалистическими и антиизраильскими группами, включая Палестинское молодежное движение, Партию за социализм и освобождение, а также Народный форум. Выступающие призывают протестующих вновь подтвердить свою приверженность антиизраильской активности в новом году, цитирую. 2024 год был годом борьбы с преступлением сионизма, говорит оратор толпе. Мы будем здесь каждый год, из поколения в поколение, до полного освобождения и возвращения. Конец цитаты. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир приказал арестовать 18-летнего израильского араба, сотрудника Макдональдс, после того, как его засняли на видео во время стычки с двумя солдатами в форме в филиале Макдональдс в Рамат-Гане. Мужчина был заснят на видео, бросающим пакеты с кетчупом, а также ругающимся в сторону двух солдат армии обороны Израиля, а также якобы угрожающий им ручной шваброй. Согласно многочисленным сообщениям, солдаты заявили, что подошли к сотруднику, чтобы спросить о статусе их заказа, который длился необычно долго. Солдаты говорят, что их полностью проигнорировали, потому что они были в форме, и что как только сотрудник увидел, что его снимают, он начал словесно оскорблять солдат, а также угрожать напасть на них. Бен-Гвир говорит, что приказал полиции арестовать сотрудника, цитирую. «Поздравляю израильскую полицию, которая действовала в соответствии с моей политикой, и что после того, как мне прислали тревожную документацию, я немедленно отправил ее в полицию для расследования», сказал Итамар Бен-Гвир. После нескольких часов допроса сотрудника отпустили под домашний арест. Позже Макдональдс Израиль опубликовал заявление, в котором говорится, цитирую, «У нас политика нулевой терпимости к таким инцидентам. Мы немедленно расследовали произошедшее. Мы приносим извинения нашим клиентам за этот инцидент». הכל מתועד באלוהים, הכל מתועד, עכשיו אני מזמינה משטרה. אז תשיבו ברra, מה קרה? מה קרה? מה אתה רוצה? מה קרה? ושמעתי נזר? נזר! לא, אתה לא צועק עליהם. אתה לא צועק עליהם. נזר? אתה לא צועק. שקט. אתה לא יכול לצעוק לחיילים, זה לא עובד ככה. נגד הג'וב. שמעת אותי? אתה לא יכול לצעוק לחיילים. זה דבר ראשון. יש לך. אני מבינה, מדברים, אתה לא תדבר. שמעת? Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте своим телефоном QR-код на ваших экранах или найдите в поиске в Telegram «Радио Нария» латинскими буквами. Как написать «Радио Нария» вы видите сейчас на своих экранах. Также ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Видеоверсия наших новостей на YouTube-канале «Радио Нария». Подписывайтесь уже сейчас. Напомню, что нашей радиостанции нужна и ваша поддержка. Поддержать Радио Нария вы можете прямо сейчас. Для этого подпишитесь на наш YouTube-канал. Также нажмите палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Не забудьте прокомментировать. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в пятницу, 3 января, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.